Здравствуйте, с вами Hornet Reaper. И сегодня, наконец, 11-я подборка багов и секретов. А начнем мы с секретов. А точнее, скрытых вещах. Скрытых мной от вас по какой-то причине в предыдущих видео. Лаборатория X18. Недалеко от первой кодовой двери. Здесь есть такая прикольная ванночка, где можно искупаться и взять артефакт средней ценности. В начале дикой территории, в одном из гаражей, можем найти дорогой артефакт слюда. Теперь секреты на янтаре. Кстати, по поводу деревянных ящиков. С самого начала игры в них иногда выпадают низкой ценности артефакты и другие мелкие вещи. Начиная с темной долины, в этих ящиках выпадают и средней ценности артефакты. А после дикой территории частенько выпадают гранаты, а также иногда можно встретить дорогой артефакт. Лестница, ведущая в лабораторию X16. Если мы не пойдем вниз, а поднимемся на самый верх, здесь мы обнаружим ценный артефакт. В самом начале локации стоит грузовик. Так, что у нас здесь? Свободовский костюм. А теперь проследуем в самый угол этого комплекса. Здесь в этой комнатушке валяется комбинезон сталкера. В X16 на уровне второго выключателя весьма дорогой секрет. Здесь лежит берил, и в ящике всегда выпадает научный костюм. Далее, радар. Ближе к началу лежит труп мастера. У него всегда в снаряжении находится хороший автомат. Здесь недалеко засел снайпер. На его площадке мы можем найти броню долго. Также немного южнее, среди камней, мы можем найти колобок, дорогой артефакт. Вагончик на перекрестке. Здесь опять берил. Недалеко от входа в X10, в одном из домиков южнее перехода, лежит свободовский костюм. А севернее этого перехода валяются целых два монолитовских костюма. Ну а если мы после колобка пойдем дальше в лес по грибы, то, держась с левого края, мы наткнемся на целых 4 разных дорогих артефакта. Первый из них золотая рыбка. Но естественно, не будет же она лежать просто так. Итак, что у нас здесь? Опа! А я тебя видел. Пружина. Далее батарейка и пустышка. Да, и эти два гриба зачастую оказываются наполовину в земле. Поэтому их не всегда увидишь. Но и отсюда, пожалуй, плавно перетечем к багам. Эти два артефакта имеют одинаковое название. Несмотря на то, что они выглядят по-разному, имеют разное описание и характеристики.
В оригинальной игре разработчики забыли поменять одному из них название. Настоящее название этого артефакта – пустышка. Вы, наверное, не раз в игре замечали такое интересное свойство. У лампочек в игре такая бронезащита, что ей позавидовал бы любой военный. Но тут не все так просто. Любая лампочка разбивается от любой гранаты. Вообще любая. Судя по всему, осознание, наверное, использует только новейшее оборудование. Чувак, такое ощущение, что ты даже по струнам не попадаешь. А, фанера! Я знал, я знал. Нет уж, чувак, я лучше сгорю, чем такой слушать. О боже, что это? Что-то большое и страшное. Ну, оно же не знает про баг номер 58. Так, ну и кто же тут? А, понятно, постучали, убежали. Хотя нет, подожди. Так, все, минус мозг. Теперь такой баг с ножом. Ну, проветришься, заходи. В начале игры, как обычно, бежим к волку. Подходи, И пообщаемся. благополучно посылаем его нахер. Мы не разговариваем с ним, а бежим в бар. По пути используем баг номер 51. Бежим на арену и соглашаюсь на один бой. Два свежайших куска мяса. Вы выпустите собак. Одним неудачником стало меньше. После боя бежим обратно к волку. С арены у нас остался нож. Получаем задание на фабрику и получаем еще один нож. На этот раз его можно увидеть и пощупать в инвентаре. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Хорошо, Волк, присылай. Также можно выбросить и поиграться с ним. Еще один баг ножа. Вот это первая функция ножа. Вот это вторая. А это что? Что это такое? Что это такое? Арни, что это? Ой, извини, чувак. Продолжаем веселиться на арене. Если перед вступительным роликом часто нажимать на левую кнопку мыши, то нож может остаться в ролике. Приглашенные гости из доблестного ОМОНа будут пытаться задержать неповторимого Меченого. Покажи им, чего ты стоишь. Еще один баг на арене проявляется при сохранении во время ролика через консоль. Гости из доблестного ОМОНа будут пытаться задержать неповторимого Меченого. При загрузке этого сейва мы увидим следующее. Можно подбежать к нашим врагам.
Сперва пушку спрячь, потом поговорим. Даже так? Ну ладно. Можно даже поторговаться с ним. Продать ему этот нож, наконец. Правда, даже если мы их убьем, сценарий уже сломан и бой не закончится. Но и отсюда мы найдем выход. Найдем точку лифта и вернемся к Арни. Ролик включится второй раз, и после этого бой закончится. Господа военные покинули наше мероприятие. Но в следующих роликах не будет срабатывать блок оружия, подобно ножу в предыдущем баге, но уже не нужно жать никаких кнопок и будет работать на любом оружии. Преступление и наказание. Неповторимые меченые в роли доблестного мента. История о том, как долговцы не смогли доказать убийство в баре. Победоносной поступью идущий на помощь. Ну, у меня же рядом не было. Особенный бой. Господа военные покинули наше мероприятие. Место, где вам всегда подскажут, как поздороваться. Арни, заебал, ты опять мертвый. Где моя награда, Ну ладно, и так сойдет. И заключительный баг, о котором я хотел рассказать. Но поскольку мы на арене, здесь мы его и покажем. А вообще он работает везде. Залезаем в место, где нельзя встать. Сохраняемся, загружаемся. И благополучно застреваем. Как вы уже, наверное, догадались, на какие кнопки я сейчас только не жму. Но выбраться не получается. Пока на этом все. Спасибо за просмотр. Понравилось? Хотите еще? Ставьте лайк. И до скорого!